Приветствую всех трейдеров, с вами Аркадий Романович. Короткое видео. Это онлайн торговля пятница, система Cluster Trader. Сегодня разбираем сделки и в первую очередь готовимся, возможно, открыть новую позицию. У нас не так много времени, но я сегодня хочу показать вам то, что делает трейдера прибыльным, то, что помогает, то, что укрепляет его веру в то, что он делает. Это очень важно, да, потому что вы можете торговать, но при этом не верить в то, что вы делаете, что это может принести деньги. Думать, что, ну да, это может сработать, а вот истинно, глубинно верить в это, не каждый может. Но это все приходит с репетиции. Трейдеры, которые ко мне приходят обучаться, они зачастую приходят как последние инстанции, да, когда уже попробовали все, разные курсы, тренинги. И им приходится сначала чувствовать себя некомфортно. То есть, когда они приходят, они погружаются в среду дискомфорта. То, что они раньше делали более свободно, хотели купили, хотели продали, здесь есть определенные ограничения. Да? И когда вы что-то впервые делаете, вам будет некомфортно. То есть, будьте готовы соприкоснуться с дискомфортом, когда вы впервые начинаете делать что-то по-другому. Угу. Вот здесь вы раньше покупали, а тут вам говорят, продавай. И тебе некомфортно, как так? Я же всегда здесь в таких условиях покупал, да, или наоборот. Угу. Сначала будете неохотно меняться, а потом все быстрее и быстрее будет происходить ваш прогресс. И не какая-то там мотивационный какой-то спич, да, или мотивационная речь. Ни в коем случае, трейдеры. Вам нужно прийти в чат, да, там такая мотивация, порой бывает. Ладно, ждем сигнал, потом расскажу, что сегодня было. Вот этот феномен, который надо отметить и всем трейдерам торговать, это мой робот торгует. Кстати, забыл сказать, что мы запустили 2 робота, которые теперь постоянно будут фигурировать в моих видео, потому что они будут на моих графиках. И я не знаю, к этому времени, к моменту выпуска этого видео, будет ли ссылка, но вы на всякий случай под этим видео посмотрите, есть ли ссылка на роботы, на информацию вообще, на статистику и так далее. Посмотрите. Если есть, то изучите. В скором времени там будет больше информации. Теперь это 2 моих основных робота. Они соответствуют духу внутридневной торговли. Что значит дух внутридневной торговли? Это значит робот, который тебя вводит в позицию, которая потенциально может принести большую прибыль. И у тебя есть весь инструментарий, чтобы эту большую прибыль собрать. Каким образом, тоже расскажу. Если сегодня не успею, то в следующем видео обязательно. Давайте посмотрим золото. По золоту тоже есть sell-сигнал, но золото очень медленно двигается. Да, такое неподъемное золото. Если мы здесь с вами продадим на ретесте, наши тейки будут, можем сыграть в скальп. На ретесте возьмем тейк. Вернемся чуть позже. Давайте к NASDAQ, потому что здесь интереснее ситуация. NASDAQ сегодня намного более волатильный, да, и намного более ликвидный. И я надеюсь, что мы что-нибудь сегодня откроем. Но пока мы ждем NASDAQ, давайте разберем вот эту ситуацию. Я уже говорил, да, что это определенный феномен. Посмотрите, что происходит. Рынок растет, тренд вверх. Вот это очень важно. Это все трейдеры должны знать. Наши особенно, кто занимается в чате, это приходит на онлайн-торговлю. Видите, тренд вверх. Посмотрите, какое количество времени, тренд-фильтр зеленый. Ну, это даже без зеленого тренд-фильтра понятно, что тренд вверх, да? Новый максимум коррекция, новый максимум коррекция, новый максимум коррекция, тренд вверх. И посмотрите, как высоко тренд-фильтр вдруг стал красный. Как высоко тренд-фильтр стал красный. Вот в этом есть определенный феномен, потому что если рынок высоко ушел, и вдруг близко к этой вершине тренд-фильтр стал красный, а он стал красный когда? В момент, когда произошло что? Пересечение уровня поддержки, слева видите уровень поддержки, и на этой большой свече, и еще что важно, это свеча открытия. То есть рынок в это время открылся, он открылся в 16:30 по терминальному, по Москве 17:30. Это то время, когда биржа в США открывается. И когда такое происходит, это первая ситуация, что может быть серьезный дисбаланс. Здесь вот как раз робот нацелен на то, чтобы ловить дисбаланс. Их 2 будет. Давайте я запишу, так чтобы вы познакомились с названием. Тренд Мастер
Trendmaster. И второй робот это Trend IQ. Trend IQ. Они торгуют пробои. Trend IQ. Они торгуют пробои. И вот эта сделка для робота Trend IQ. Trendmaster здесь не может войти. Trendmaster нужен вот этот сигнал TC, и в комбинации с ним он входит. Я буду записывать видео в будущем. Не переживайте, вы все узнаете, все поймете. Так вот, вот это сигнал робота Trend IQ на sell. Обратите внимание на ситуацию, то есть в которой этот сигнал произошел. То есть мы прошили уровень поддержки, это на открытии, и сразу же после зеленого красный тренд-фильтр и высоко, очень высоко. Теперь по поводу, как можно находиться дольше в тренде. Если мы здесь продаем, мы берем определенную часть позиции, да, скажем, там 1,5 наш там тейк или 1 к 1. То есть если наш стоп 40 пунктов, то скажем тейк там тоже 40 или 60 пунктов. Да, мы взяли. Что происходит дальше? Как брать большие движения? Мы используем функцию трейлинг стопа. Видите черные точки? То есть если мы продали, стоп двигается по черным. И он двигается автоматически. Угу. По черным до тех пор, пока эти черные точки не были пробиты. Угу. Пока эти черные точки не были пробиты. И если рынок будет падать, вы будете максимально в тренде. Все. Пробой. Если пошло, как много заработать? Больше ничего. Понятно, что это не будет каждый день происходить такие моменты, но когда они будут происходить, у вас есть инструменты, чтобы участвовать. Вот вся логика Trend IQ и Trendmaster роботов. Ну и вообще это вся логика интрадей торговли. Да? Потому что все, что мы делаем внутри дня, мы делаем вот это. Мы ищем точку входа на ускорение движения. Это может быть и против тренда, но я сейчас говорю про преимущественно трендовую торговлю. Точку ускорения движения, вход, взял первую часть позиции, первую прибыль, да, какую-то положил в карман, накормил свою жадность, страх, и затем у тебя остается небольшая часть позиции, или там, может быть, большая часть позиции, которая двигается по тренду, да, то есть преследует тренд 1 секунду трейдера. Сейчас. Yes. Угу. Ждем NASDAQ. Я люблю такие рынки. Когда рынок двигается, да, это наши деньги. Вот, например, позавчера я что-то заработал на рынке? Нет. Ну, там копейки. Почему? Потому что ничего не ходит, ничего не двигается. Трудно ориентироваться в таком рынке. Потому что он то вверх пошел, тут же обратно вниз, то вверх пошел. Да, там можно торговать по определенным моим сигналам мотора, но это все превращается в такую игру со своим внутренним демоном. Потому что когда он проснется, да, за счет того, что ты торгуешь, входишь, выходишь, тильтуешь, да, то есть тильт начнет просыпаться в тебе. И все, ты забудешь про то, что это основная твоя цель стать хорошим трейдером, а не просто торговать. И начинаешь buy, sell. Да. Но вот сегодня другой рынок. Открытие, бум, пошли, sell, потом еще можно нарастить sell, потом еще sell сделка. Да? Продавай не хочу, зарабатывай деньги. Но 2 дня ничего не было, нужно быть терпеливым, нужно быть сконцентрированным, нужно быть собранным. Да? Стоит тебе чуть расслабиться, потерять внимание, все. В таком рынке легко торговать, он понятный. Да? В самом начале, как пошло, все понятно, все очевидно. Ждем NASDAQ. Вот это главные вещи, которые в итоге делают из трейдера хорошего, из обычного, да, там, торговца или, я не знаю, соискателя, правильно сказать, реально хорошего трейдера, который делает деньги. И мы делаем деньги не каждый день, мы делаем деньги в определенные дни, когда ситуация благоприятна, когда деньги лежат. Поэтому я говорю, трейдеры, фокусируйтесь на том, в каком рынке вы торгуете. Если рынок непонятный, снизьте активность.
Потому что вы можете растратить всю свою энергию на вот этот бездарный рынок, который порой бывает непонятный. А когда понятно, тебе уже страшно. Ты уже потерял уверенность там, в том рынке. И тебе уже не верится, что сейчас это может сработать. Это вся какие-то весь скомкан, скован. Ставьте лайк, если вы понимаете, о чем я говорю. Или если вы понимаете важность, да, фокусировки, внимания. И это мы каждый день прорабатываем в чате, да, кроме понедельника и пятницы, естественно, потому что вторник, среда, четверг у нас торги. И вот 2 дня трейдеры видели, я ничего не делал практически. Да. Хотя дикое желание всегда торговать. Ну, я же приезжаю специально сюда, в офис, чтобы торговать и открывать сделки. Проводить обучение, естественно. И порой ты приезжаешь, 2 часа отсидел, у тебя ничего нет. Но если вы помните, я не знаю, по-моему... нет, я не записывал видео, я для подписчиков говорил про это, подписчикам рассказывал. Был один день по индексу NASDAQ, когда я взял все, что надо. Вот здесь. И я проводил параллель. Вот, например, время торговой сессии 9 часов. За эти 9 часов было 90 минут, когда можно было заработать очень много денег. Вот это время. Вопрос, ты заработал или нет? Был ты в это время в рынке или у экрана или нет? И были у тебя инструменты, чтобы войти в сделку? И все. И хватило тебе смелости, чтобы поучаствовать. Да. Вот это та ситуация, где мне удалось поучаствовать. Да. И после этого, кроме сегодняшнего дня, не было момента. Это у нас 15 ноября, сегодня 18. Вот 2 дня ни о чем. Я про золото вообще не говорю, оно спит. Может быть, другие инструменты ходят, другие индексы. Я сейчас говорю про NASDAQ и золото. Нефть, например. Да, хорошая диверсификация. Можно сюда нефть, и, например, еще другой индекс добавить. Но тогда надо полностью автоматизировать на тех инструментах сигнал. Потому что ты не можешь сам глазами своими и тут успеть, тут тебя не хватит. Ты не сможешь осилить. В единицу времени лучше фокусироваться на одной комбинации. А если хочешь больше, автоматизируй. Делегируй это роботу. Пусть робот ищет, тебе говорит, вот здесь вход посмотри. Да, или тебя вводит в позицию, открывает для тебя сделку, а ты дальше уже мониторишь. А не так, что ты везде хочешь анализировать все рынки, все таймфреймы или там 5-6 рынков на минутке. Это невозможно, потому что он очень быстро может ходить, а тебе нужно быть сфокусирован, чтобы в нужный момент нажать кнопку и иметь определенную внутреннюю веру, уверенность в том, что это может привести к профиту, и нажимать на кнопку дальше, то есть добавлять. Потому что если вы торгуете без капитала, в том смысле, что объемов нет в рынке, то вы не сделаете деньги. Нужно брать в сделки большие объемы, чтобы зарабатывать. Угу. Возвращаемся к индексу NASDAQ. Видим, NASDAQ пробил даже наш OTC-сигнал. Вот здесь, видите. Обновил его минимум, но в то же время у нас слева есть тоже минимум. Давайте еще посмотрим немного. Если пробьют, зайдем в sell. Это будет агрессивно, но сегодня достаточно было профита. Потом появился вот этот сигнал TC Sell, но я думаю, вы с ним знакомы, здесь ничего нового нет. TC Sell, смотри налево, 1, 2, 3 точки касания, между этими касаниями едва прошло 45 минут, тренд-фильтр красный, кластер 3 Sell. TC Sell, красный тренд-фильтр, уровень сопротивления, но для TC важен уровень и ближайший, если уровень далеко, это не работает. Тренд-фильтр не так важен даже, как важен уровень, который сформировался в течение, да, там, ну, скажем, 30-40 минут до 2 часов желательно. Если я поставлю сюда горизонтальную линию, я увижу кучу уровней. Да? И они находятся на небольшом расстоянии от TC. Скажем, ну даже час. Да? А сам TC-сигнал, сам тренд-фильтр не важен. Не так важен, как уровень важен. Потому что порой бывает, трейдер какому-то индикатору или сигналу придает большое значение, и это его путает. То есть у каждого сигнала или паттерна, или комбинации в системе есть определенные важные элементы, без которых он работает плохо. Для TC тренд-фильтр не важен. Важен уровень. Для вот этого пробоя экстремально важен тренд-фильтр, и в меньшей степени даже важен уровень. Угу. То есть это уже второстепенно, потому что пробой уровня могут быть и ложные. А это, когда происходит с красным тренд-фильтром пробой вниз, утверждает sell-сигнал, да, усиливает его. Вот такие моменты. Да, я надеюсь, что вы заряжаетесь полезностью. Ставьте лайк.
Если у вас есть какие-то вопросы, пишите. Ссылки я оставлю под этим видео. Надеюсь, что к моменту выпуска видео, выхода видео уже будет информация по роботам. Вы можете воспользоваться купоном подарочным. Я тоже забываю сказать. Подарочный купон, традиционно новогодний купон на обучение трейдингу. Трейдер 22 называется. Да, поэтому пользуйтесь им тоже. Да. Чем ждем, посмотрим, что здесь будет. Еще немножко и закончим. Еще немножко и закончим. У нас уже времени 9 час. 9 час. Да, я вижу, что уже есть на TheTrader.ru информация. Но она будет потихоньку прибавляться в разделе роботы по тренду. Сейчас посмотрю еще. Да, уже есть, но она будет дополняться. Там уже первые цифры, статистика. Но еще раз, это не какой-то новый сигнал, что мы вот его нашли. Этому сигналу, вот этим комбинациям уже несколько лет. Да, и мы их до этого отслеживали руками, глазами. Сейчас полный автомат. А сейчас робот за ними следит. Так, мы через 5 минут с вами закончим. Потому что уже время, пора заканчивать пятницу, да. Пятничную торговлю. Но очень хорошо сегодня. Да. Когда вот понятный рынок, то идет все нормально. Нужно быть терпеливым. Терпеливым и толерантным, вот еще, толерантным к убыткам. Особенно интрадей, когда у вас может ваш соотношение профита, да, имеется в виду ваша кривая депозита, может так скакать. То есть толерантным к риску, к убыткам даже. Сегодня мы прям разобрали с вами за минут 15, наверное, все, что касается прибыльной интрадей торговли, ну и вообще в целом торговли. Да, того чуть-чуть, того техники, психологии со всех сторон. Да. Да, 5 минут мы заканчиваем, ждем еще NASDAQ, и если будет сел, я захожу, и мы закончим. Потому что уже надо собираться. Меня часто спрашивают, Аркадий, а есть ли смысл сравнивать таймфреймы, например, смотреть на более старшие таймфреймы? Можно? Вы можете смотреть на более старшие таймфреймы и там искать подтверждение. У нас есть с трейдерами тоже определенная рутина, которую мы, скажем так, которая сопровождает наши решения, и она связана в определенной степени с дневными часовыми графиками. Но там мы не проводим много времени, да, с этими графиками. Мы готовимся забрать золото. Я забыл совсем про него, так увлекся беседой. Заходим, точнее выходим отсюда, не будем тратить время, можно долго ждать. Да, мы с вами зашли здесь. Это немного другой сигнал, но очень сильный. Да, мы видим TC Buy, видите, его пробили. Первая коррекция sell. Очень простой, но супер сильный сигнал на коррекцию, но времени очень много, поэтому не будем засиживаться. NASDAQ пробивает, похоже, хочет уйти. Давайте посмотрим, будет ли здесь шанс продать. Может быть, моментум sell до уровня, видите, S2 уровень, но не знаю, мы успеем с вами. Ладно, не будем торопиться, это уже лишнее. Все, спасибо, до свидания, пока.